Приветствую вас на канале Техревизор. Составил рейтинг из 5 автосканеров для автомобиля. Актуально для тех, кто не хочет платить за диагностику в автосервисе. Для тех, кто хотел бы в случае чего самостоятельно определить, почему загорелся чек или вылезла ошибка по какому-нибудь датчику. Да и в целом полезно иметь такую штучку в машине, чтобы на корню определять болезнь, стоит ли бить тревогу или достаточно простого сброса. Мои 5 вариантов рассчитаны на разный бюджет и задачи, поэтому некоторые наделены минимально необходимым набором опций, а некоторые пестрят количеством функций вплоть до АКБ-тестера и считывания всех ЭБУ. Плюс я старался подбирать сканеры, подходящие большинству марок, чтобы после просмотра ролика вы взяли на карандаш парочку к подробному рассмотрению для своей машины. Для удобства на каждого диагноста оставил ссылку в описании. Давайте расскажу подробнее, что да как, а вы поставьте лайк и подпишитесь на канал. На последнем месте Вася Диагност VCDS RUS. Мощный инструмент, который пригодится владельцам автомобилей группы ВАГ. Все вот эти Audi, Шкоды, Сиаты, Volkswagen и так далее, о них речь. В общей сумме Вася определяет около 300 моделей как на бензиновом двигателе, так и на дизельном, начиная с далекого 90-го года. Проверить, подойдет ли конкретно вашему авто, можно на официальном сайте, поэтому не ошибетесь. По функционалу этот сканер довольно жирный. С его мозгами можно считывать ошибки во всех блоках управления и датчиках, тут же на месте получать расшифровку, и если не нравится, есть возможность все сбросить и забыть. Причем сканер заметает следы сразу из всех электронных блоков автомобиля. Хотя забыть может и не получится, это уже от характера поломки зависит. Но хотя бы можно понять, что вообще произошло с машиной. Кстати, о каждой неисправности он предоставляет данные стоп-кадра, что немного упростит жизнь. И даже такие серьезные процедуры, как адаптация DSG, адаптация дросселя, запуск регенерации сажевого фильтра и другие сервисные операции можно реализовать. Но тут, конечно, важно разбираться в деле. Есть и другие мелочи. Узнать реальный пробег – не проблема. Активировать скрытые функции – пожалуйста. В общем, не заскучайте. Вася Диагност действительно очень многофункциональный сканер, который подойдет, чтобы иметь полный контроль над своим автомобилем ВАГ-группы и самостоятельно проводить диагностику сразу всех блоков и принимать какие-то меры самостоятельно, без всяких сервисов. На 4-м месте топа стоит Convi KW870. Вот этот автосканер подойдет для автомобилей всех марок и моделей с 96-го года выпуска. Независимо от того, является ли ваш автомобиль бензиновым или дизельным, отечественным или импортным, при подключении Convi определит машину и сможет провести диагностику. Что касается функционала этого сканера, то и здесь есть на что посмотреть. Первое, чем он отличается от прошлого Васяна, удобный дисплей, на который сразу выводится вся информация по кодам ошибок и их расшифровки. Поэтому при диагностике не придется подключать телефон, ноутбук или планшет. А вот блоков, которые этот сканер диагностирует, поменьше. Он собирает данные только по двигателю, например, по датчику O2 или испытанию системы EVAP. То есть увидеть ошибку по подушкам безопасности или блоку ABS не получится, но при этом дает возможность просматривать данные в стоп-кадре, отображая полученную информацию в реальном времени. Это довольно серьезно упростит фронт работы. Компенсировать недочет можно встроенным АКБ-тестером, как раз то, чего не хватило прошлому Васяну. Цепляем к клеммам крокодилы и получаем возможность мониторить напряжение батареи и следить за состоянием аккума в режиме реального времени. Единственное, что сильнее всего смущает в Convi KW870, это цена. Это самый дорогой сканер в рейтинге. За эти деньги очень хотелось бы считывать ошибки с большего числа блоков управления. Хотя вот за что точно респект, так это за поддержку большего количества марок авто. Действительно редкость, которая не так часто встречается. Тройку лучших открывает Launch Creator CR3001. Он предназначен для диагностики широкого спектра автомобилей, начиная с российских моделей 2012 года выпуска, американских с 2001, максимум 15-летних японцев и старых европейцев. Некоторые владельцы жалуются, что сканер выеживается и не хочет подключаться, но тут скорее дело в неправильном подходе к устройству. Поэтому не поленитесь открыть инструкцию, особенно если что-то не получается. Говорят, это помогает. Одно из преимуществ Launch Creator CR3001 – удобный ЖК-дисплей, который отображает параметры в реальном времени на русском языке. В
Впрочем, как и прошлый Convi. Поэтому сканер работает автономно в любых условиях без необходимости подключения к компьютеру, телефону или ноутбуку. Правда, интерфейс у него иногда выдает разные непонятные сокращения, но не думаю, что это создаст непоправимую проблему при диагностике. Тем не менее, лаунч обладает всем спектром функций, их достаточно для проведения базовой диагностики автомобиля. С его помощью можно считывать и сбрасывать ошибки двигателя, проводить тестирование датчика кислорода. Вот только лаунч также читает по сути один лишь мотор и с другими блоками помочь не сможет. Но тут и стоимость сильно приятнее на фоне прошлого Convi, поэтому хотя бы в этом ему можно простить некоторые моменты. Ведь со своей задачей справляется он на отлично. Подробно показывает, рассказывает, что и где болит, куда нужно направить руки и голову. По сути, это и все, что нужно для базы, не заезжая лишний раз в сервис с распростертым кошельком. Второе место занимает ScanTool Pro. Это уже, как вы видите, просто микросхема в пластиковом корпусе, не имеющая ни экрана, ни крокодилов для АКБ-теста, ни одной кнопки. Поэтому нужно будет подключать какое-нибудь устройство дополнительно, чтобы выводить результаты диагностики на экран и в целом работать со сканером. Так что если вы искали что-то такое простое и компактное, пожалуйста. Сам сканер проводит практически полную диагностику автомобиля. Это вам не ELN-ка за 300 рублей с Алиэкспресса. ScanTool считывает ошибки многих систем и датчиков: давление масла, состояние выхлопа, температура антифриза, исправность работы зажигания. В общем, перечислять можно долго, тут одним движком не обойдетесь. Кроме того, ScanTool Pro отображает параметры на вашем экране в реальном времени, позволяя отслеживать работу двигателя и других систем автомобиля прямо в моменте. Но все равно отмечу, что этот сканер не обладает всеми продвинутыми функциями более дорогих моделей. Например, он не поддерживает программирование, не садаптирует DSG. Поэтому прям к профессиональному оборудованию, например для автосервиса, я его не отнесу. Но все равно для обычных задач диагностики и обслуживания автомобиля раз в пару месяцев он вполне подходит, благодаря своей компактности и широкому функционалу. Да еще и за приятные деньги. Забыл только упомянуть совместимость. Сканер тоже мультибрендовый, дружит со всеми американскими, европейскими и японскими авто с 2001 года выпуска, а то и с 1996. Ну и отечественный также воспринимает, поэтому каких-то жестких ограничений, как в случае с ваговским Васей, здесь нет. А вот Rocodil Scan X Max показался самым интересным сканером. Как по мне, в нем хорошо сочетаются и функционал, и стоимость, и простота использования, надежность и универсальность. Rocodil не привередлив к брендам, легко подключается и определяет авто, будь то бензиновый с 2000 года или дизельный с 2004. Конкретно по брендам и странам уточнять не буду, но если вы так сомневаетесь, подойдет он вашей машине или нет, можете обратиться в поддержку на их официальном сайте. Сам проверял, там отвечают быстро и в любое время суток. Задайте вопрос по этому поводу, но для начала разберитесь, подойдет ли вам сканер по функционалу. Хотя мечты о бесконечных возможностях редко сбываются, этот сканер все же предлагает немало опций. С ним можно провести тестирование аккумулятора, проверить на неисправность генератор, продиагностировать систему зажигания, выявить ошибки бензонасоса, пропуски зажигания и еще много всего. В результате диагностики вы получаете все коды неисправностей, а благодаря вшитой базе кодов можно сразу найти информацию о причинах этих поломок с советами по устранению. Даже гуглить не придется. При этом не нужно подключать никакое дополнительное устройство. Вся инфа выводится на экран на русском языке. Конечно, дисплей компактности сканеру не придает, но в моменте использования действительно удобно. Без гаджетов, без интернета, без дополнительного питания, без риска обрыва связи с каким-нибудь блоком управления во время диагностики. Как обычно, это бывает с некачественными Bluetooth и Wi-Fi сканерами. В общем, если по всем параметрам Rocodil подходит под ваши задачи, то сомнения могут возникнуть только в совместимости с конкретно вашим авто. Но что с этим делать, я уже сказал, а за остальное не беспокойтесь. Тем более, что у него еще и гарантия на 5 лет. Вполне достойный сканер для завершения рейтинга. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники.
А с вами была команда канала Техревизор.